Каждую ночь, когда завод погружался в темноту, у его ворот появлялась лиса. Она прижималась к холодной ржавой решетке, выглядя так, будто ждет кого-то важного. Уставшему охраннику Ивану Михайловичу она казалась странной, но после долгих безумных смен он просто не мог устоять перед ее таинственным видом. Одиноко в тишине ночи, прерываемой лишь металлическим скрипом заброшенного завода, он принимал это как данность. Первые ночи, когда он заметил ее, Иван испытывал смешанные чувства. С одной стороны, лиса была красивым существом, суровой и утонченной красотой дикой природы. С другой, она напоминала ему о потерянной свободе, о том, как город затянул себя в железные объятия. Каждый вечер, когда он закрывал свои разумные заботы, он задавался вопросом, что же ждет лиса? Иван Михайлович начал замечать лис более внимательно. На смене, в темноте, он брал бинокль и наблюдал за ней. Взгляд ее был полон надежды, несмотря на то, что в воздухе витала незаживающая боль потерь. Лиса не проявляла страха, и это создавало в сердце Ивана странное чувство, знакомое только поздними ночами. Он понимал, что каждый вечер она приходила с какой-то целью. Сначала он подумал, что может отпугнуть лису, чтобы она больше его не беспокоила. Однако лиса вернулась вновь и вновь, как будто не замечая его попыток. Сменщик Игорь, заметивший ее, предложил вызвать службу отлова. «На что нам нужна лиса?» — подумал Иван, предаваясь странным раздумьям о том, что могла бы означать эта ситуация. Ему было жалко это беззащитное животное. Следующие смены больший интерес к лисе захлестывал Ивана. Каждый раз он пытался понаблюдать за ней чуть ближе. Внутри у него росло странное чувство. Лиса могла бы стать его другом. В его сердце зарождалась пронзительная связь с этим существом. Он начал подмечать, как лиса с каждым днем кажется все более истощенной. Ее шерсть теряла былую яркость, а глаза вновь наполнялись печалью. Вместо того, чтобы пытаться прогонять ее, Иван решил попробовать подкармливать лису, как-то надеясь, что это может создать между ними некую связь. Он достал из своего пакета сосиску и, подойдя к воротам, бросил ее на землю. Лиса сначала напряглась, ее мех блестел в лучах фонаря. Но затем, ощупав обстановку, она осторожно подошла и схватила угощение, умчавшись в ночь. С каждым вечером он оставлял ей еду, уверенный что это не только смягчит ее страх, но и создаст между ними невидимую связь. На следующий вечер лиса снова пришла, и это подстегнуло Ивану Михайловича раздумья о ее поведении. Он чувствовал, что ждал не еды. Она ждала кого-то. Развязка между ними становилась все более явной, и это порождало внутри него теплые чувства, напоминавшие о детских мечтах о дружбе с дикими животными. Иван начал расспрашивать коллег о лисе, в надежде прояснить, что же она ищет. Уборщица Зинаида Ильинична, прославлявшаяся усидчивостью, вспомнила о покойном слесаре Алексее, который любил подкармливать уличных животных и проводил много времени за разговорами с ними. Она с теплотой рассказывала, как Алексей, будучи преданным работником, был также добрым и отзывчивым человеком. «Может, лиса ждет его?» — последовал мыслительный поток Ивана. Он задумался, что, возможно, эта любовь к своему покойному другу стягивала лису ему навстречу как магнит. Перед 7-м цехом, где происходили такие трогательные сцены, когда Алексей часто приходил с чем-то для лисы, он почувствовал, как прямота его мыслей становится явной. В его воображении промелькнули воспоминания о том, как Алексей сидел на лавочке, делясь вкусняшками с лисой. Эти картины мгновенно погружали его в атмосферу теплых воспоминаний и нежных чувств. В ходе своих наблюдений Иван заметил, что лиса вела себя совершенно иначе, когда уходила под фундамент старого цеха. Пытаясь разобраться в этой загадке, он спустился ближе и, подолгу прислушиваясь, услышал писк. Поднявшись чуть выше, его обрадовало открытие.
В этой норе он нашел 4 лисят. В этот момент его сердце наполнилось нежностью и гордостью. Он увидел, как лиса стала матерью. Это открытие изменило все. Лисица приходила к заводу не за едой, а за теплым укрытием. Но пришла и беда. Опасность нависла над ней и ее потомством. Теперь он понимал, что должен спасти эту семью, пока было не поздно. Лиса попала в ловушку. С 4 голодными лисятами она каждый раз прибивалась к заводским воротам, надеясь на помощь. С каждой ночью Иван чувствовал себя все более беспомощным. Он понимал, что крайне необходимо спасти эту семью. Невидимая связь с лисой становилась уже не только интуитивным ощущением, а реальной задачей. Он должен был действовать. Мысля, как важно спасти лису, он остался со своим ужасным осознанием, что если все останется как есть, они могут погибнуть. Холодок страха пробежал по его спине. Никто не мог умыть его от последствий. Он не мог допустить в подпити, чтобы эта чудесная жизнь, которая так связана с памятью о его добром товарище, закончилась трагически. Нежелание встретиться с этой жестокой правдой становилось непосильной ношей. 2 дня спустя он стал часто обходить территорию завода, останавливаясь у 7-го цеха, как призрак. Каждый раз он принесешь добрые куриные обрезки, прикрывая свое намерение даже от своих привычных раздумий. Каждый раз, когда он в одиночестве думал о судьбе лисы и ее семьи, он молча просил о помощи, не ведая, кто ее даст. Сменщик Игорь начал подозревать, что что-то происходит. Его внимательность ко всем странным привычкам Ивана обратила его к тому, чтобы проследить за ним и выяснить, что же именно тот скрывает от всех. Лишь на 3-й день он увидел, как Иван кормит лису, и в тот же миг его рука схватила телефон, чтобы заснять преступление. Ситуация накалялась, и Игорь был в замешательстве. Он не знал, как реагировать, как поступить правильно. Снимок оказался неубедительным для него самого. И вместо того, чтобы уйти, Игорь отправил его начальнику охраны Леониду Валерьевичу. Зная, что его действия могут привести к страшным результатам, он не знал, что делать дальше. Приказ пришел, как гром среди ясного неба, ничего не предпринимать. Но этот приговор стал страшнее любых криков. В глазах Игоря на миг промелькнуло сожаление, но на смену ему пришло желание спасти хотя бы лису. Леонид Валерьевич не заставил себя ждать и явился на завод. Он пришел к 7-му цеху, увидел там нору и, посмотрев на Ивана, потребовал убрать щенков до утра. Запугивание начальника будто освободило его от всех его Кузьмов. И Иван почувствовал гнетущее давление. Он понимал, никто не сможет спасти лису, если не предпринять активных действий. Иван пытался придумать план спасения, сидя в своей комнате, но чувствовал себя беспомощным. Схема искала поддерживающего кулака, но преодолеть ощущение одиночества было крайне трудно. Как помочь лисе теперь, когда все пошло наперекосяк? Гордость затрудняла его попытки обратиться за помощью к Игорю, но теперь это стало делом чести, и с каждым часом увеличивалось давление. Собравшись с духом, Иван подошел к Игорю. Николай, что прошел через предательство, выслушал его. «Я знаю, что ты видел меня с лисой. Мы можем спасти щенков», — произнес он, и его голос был полон решимости. Игорь, оказавшись в углу, приказ начальника заботился о строгом исполнении закона, но желание спасти гибнущую жизнь оказалось сильнее всего. Они обсудили план и начали думать, как реализовать свой замысел. Они начали разрабатывать рискованный план. Зеленый коридор в лесу, набор через дыру в заборе, чтобы выпустить лису и ее щенков на свободу. Весь завод пропитался давлением времени. Каждый загнанный шорох, каждое сгибание травы превращали эту ночь в ужас. Их лучшие мысли сосредоточились на замысле, потребовавшем немало усилий, чтобы тщательно продумать каждый шаг. Перед началом операции Игорь поджарил сосиски, чтобы создать сильный запах и привлечь лису.
Они нарезали сосиски на мелкие кусочки и тщательно положили их в пакет, довольно нервно поглядывая друг на друга. На протяжении всей ночи, когда ожидание становилось почти невыносимым, они сидели в полной готовности, следя за каждым движением лисы. Работая в темноте, они старались не привлекать внимания, прокладывая дорожку к забору с заповедником, как шепот в тени, чтобы избежать привлечения лишнего внимания. Страх был единственным их спутником в тот час. Как могла одна лиса произвести такие перемены в их жизни? Когда лиса наконец подошла, следуя по дорожке к сытым кусочкам, их сердца замирали от волнения. В этот момент, как из ниоткуда, появлялся Леонид Валерьевич на служебной машине, и вся работа могла рухнуть благодаря его приходу. Скрываясь в тени, Иван и Игорь затаили дыхание на мгновение, почти не веря в то, что происходит. Вся предстоящая задача зависела от этого момента. Лиса вернулась за лисятами, и, следуя пути, они открыто взяли к ней доверие. С каждым движением, с каждой попыткой переноса лисят по одному, она увеличивала свою надежность, а Иван и Игорь, затаив дыхание, наблюдали с уверенностью. Это была настоящая битва за жизнь. Им было все равно на собственные страхи. Они были готовы сделать все ради этих существ. Однако в самый неподходящий момент на них напали бродячие собаки. Ненасытные звуки махания, резкие крики изменили погружение. Иван и Игорь, схватив арматуру и камни, защищали лису, боясь за ее жизнь и жизнь лисят. В них росла решимость, и благодаря этой ярости собаки отступили. Лиса же унесла своих детенышей через дыру в заборе, не заметив их. На следующее утро Леонид Валерьевич снова появился на заводе с службой отлова. Однако нора оказалась пустой, и по следам все улики были аккуратно скрыты Иваном и Игорем. Как неужели смогли обойти систему? Их сердца на время заполнил трепет над собой. Все события превращались в далекий сон, в котором была надежда на лучшее и бесстрашие. События, произошедшие за одну ночь, изменили их жизнь. С Иваном теперь был Игорь, и их сотрудничество превратилось в дружбу. Открывая друг в друге необходимость, они начали понимать, как важно сохранить жизнь, даже если это скрыто от большинства, что горе от одиночества обманчиво. Каждый из них знал, что вместе они стали сильнее и лучше в этих испытаниях. Настало время прощания. Иван снова увидел лису, которая теперь играла с лисятами у дыры в заборе. Заглядывая в окно, он почувствовал, что они покидают это место, которое им больше не нужно. Лиса в последний раз посмотрела на Ивана, и это было не просто пониманием. Это была глубокая благодарность, которую он запомнит навсегда. Семья лис исчезла в лесу, оставив Ивана и Игоря с чувством выполненного долга и надеждой на новую жизнь. В это утро свежий ветер нес легкость и надежду. И они оба поняли, что сделали дело не только для лисы и лисят, но и для себя. Теперь они были связаны невидимыми нитями жизни, понимания и преданности. Если вам понравилась история, то подписывайтесь на канал. Здесь каждый день выходит много интересного контента.